Эта история произошла с семьей Уильямсов, состоящей из 3 человек, молодой пары и их сына, которому было всего несколько месяцев. Все они приехали из Индии, страны, известной своими жителями, которые умели приручать змей в качестве домашних животных. Существует глубоко укоренившееся поверье, что змеи защищают младенцев. В данном случае Лео получил змею в подарок от своего отца, который твердо верил, что это животное защитит новорожденного от любого зла, представленного любыми насекомыми, которые могут проникнуть в дом и причинить вред малышу. Для отца Лео змея – это животное, которое часто считается опасным, но именно страх, который мы ей показываем, делает ее агрессивной. Напротив, когда мы медленно приближаемся к ним и показываем, что не представляем угрозы, они, как правило, теряют бдительность и проявляют немного больше покорности при контакте с людьми. Даже при достаточной степени доверия они могут стать очень хорошими защитниками, поскольку будут отгонять насекомых и животных, которые на самом деле могут причинить какой-либо вред. Однако мужчине эта идея не очень понравилась, поскольку мы больше не живем прошлым, а убеждения меняются по мере модернизации общества. Однако из уважения к отцу он не отказался от его подарка. Змеи – это животные, с которыми нужно обращаться очень осторожно, потому что в зависимости от вида один укус может парализовать человека или даже убить его, не говоря уже о тех змеях, которые обвиваются вокруг нашего тела и могут задушить нас, а мы ничего не сможем сделать. В целом, змеи – одно из самых страшных животных в мире, и не без оснований, поскольку их внешний вид и поведение вызывают чувство опасности. Поэтому, конечно, не рекомендуется держать их в качестве домашних животных. В настоящее время в мире насчитывается около 3000 видов змей, и менее 10% из них являются ядовитыми. Однако молодая семья сохранила змею, хотя и изолировала ее в террариуме, из которого они не разрешали ей выходить, по крайней мере, так они думали. Однажды ночью, когда малыш спал в своей комнате, змея каким-то образом сумела выбраться из своего контейнера и медленно проползла по всему дому, пока не добралась до комнаты малыша. Сначала змея не приближалась к малышу, а просто оставалась поблизости и поедала мелких насекомых, которые могли оказаться в комнате, а затем, утолив голод, очень ловко вернулась обратно в свой террариум. Это действие повторялось каждую ночь, и постепенно рептилия становилась все увереннее, приближаясь к колыбели ребенка и пристально наблюдая за ним. Родители малыша действительно заметили небольшие остатки насекомых, разбросанные по комнате, но не придали этому особого значения. Так прошло несколько дней, пока однажды ночью Лео не встал, чтобы сходить в туалет, а затем решил заглянуть в комнату своего первенца, чтобы убедиться, что все в порядке. Именно тогда Лео обнаружил, что змея находится рядом с колыбелью его сына, наблюдая за малышом. Теперь присутствие останков насекомых в комнате малыша обрело смысл. Хотя животное не причинило никакого вреда, молодой отец пришел в ужас и немедленно вытащил змею из колыбели и запер ее обратно в контейнер, убедившись, что она не сможет выбраться. В ту ночь мужчина взял ребенка и отнес его в свою спальню, объяснив жене, что произошло. Они решили, что вернут змею обратно утром, что и сделали. На следующее утро Лео вернул животное своему отцу, потому что не мог подвергать жизнь сына риску из-за своих убеждений. Отец мужчины запротестовал, сказав сыну, что именно для этого он дал ему змею, чтобы она охраняла его сына всю ночь, и, конечно же, не принял ее, когда тот захотел вернуть змею. Лео, не очень уверенный в этом, решил проконсультироваться со специалистом по змеям, который мог бы объяснить такое поведение.
Как только мужчина объяснил эксперту, что происходит с животным, эксперт очень терпеливо объяснил Лео, что на самом деле происходит. Змея на самом деле не причинила вреда ребенку, потому что еще не была готова к нападению. Все это время она просто ждала подходящего момента, чтобы напасть на беззащитного малыша. Если бы вы подождали еще пару дней, прежде чем прийти, вашего сына, вероятно, не было бы в живых, сказал эксперт. Услышав это, Лео не знал, кому верить, ему или своему отцу. Однако он принял наименее рискованное для своей семьи решение и отдал змею в зоопарк, где о ней могли позаботиться, поскольку он также не считал справедливым убивать ее или выпускать в город. Вполне возможно, что его отцу не понравилось бы это решение, но безопасность его семьи была для него важнее всего. Хотя вполне возможно, что некоторые змеи, выращенные в неволе, могут стать более ручными и даже сосуществовать с людьми. Те, кто вырос в дикой природе, следуя своим инстинктам, не упускают возможности напасть на свою жертву в самый подходящий момент, будь то человек или любой другой вид животных. Во второй нашей сегодняшней истории речь пойдет о коте Максе, который в настоящее время считается героем в Австралии, и я расскажу вам почему. Мы находимся в Квинсленде, Австралия. Семья Браун – типичная семья среднего класса, живущая в пригороде. Семья состоит из семейной пары, их двоих детей, и, конечно же, они не могут обойтись без своего любимца Макса, 8-летнего кота, который живет с ними с тех пор, как был маленьким котенком. Макс стал свидетелем рождения детей в этой семье и наблюдал, как они растут. Дети, которым сейчас 5 и 6 лет, росли под бдительным присмотром Макса и, конечно же, любили его как еще одного члена семьи. В то воскресенье, как и в любое другое, двое маленьких детей играли во дворе своего дома, в то время как их родители готовили вкусный ужин. Макс, как обычно, был рядом с детьми, наблюдая за ними издалека. В этот момент кот заметил нечто, что привлекло его внимание – змею, ползающую к двум малышам. Только это была не просто змея, это была восточная коричневая змея, вторая по ядовитости в мире. Восточная бурая змея очень агрессивна и является самой смертоносной змеей в Австралии. На ее долю приходится большинство смертей от змеиных укусов только в стране. Поэтому австралийские власти призывают своих граждан немедленно спасаться бегством, если они увидят такую змею, поскольку столкновение с ней может иметь фатальные последствия. Эта змея явно собиралась напасть на двух малышей, которые даже не заметили надвигающейся опасности. Однако Макс не собирался этого допускать и очень храбро перехватил хищницу, быстро напав на нее. Два животных сцепились в схватке, которая закончилась тем, что кот задушил змею. Макс победил, но дорогой ценой. Во время драки восточно-коричневой кошке удалось укусить кота, впрыснув ему свой сильнодействующий яд. Кот потерял сознание, и в этот момент дети начали кричать. Брауны немедленно побежали посмотреть, что случилось с их детьми, и увидели эту печальную картину. Они привезли Макса домой, где через некоторое время кот пришел в себя и, казалось, был в порядке. В тот вечер семья отпраздновала героизм кота и приготовила ему вкусный ужин. Но, к сожалению, на следующее утро хозяева обнаружили его разбитым и неспособным двигаться. Все еще полные надежды, они отвезли кота в ветеринарную клинику, но было уже слишком поздно. Кот погиб как герой. В отчете был сделан вывод, что симптомы у Макса были слишком серьезными, чтобы он мог оправиться, поэтому животное в конце концов умерло. Макс запомнился своим невероятным подвигом не только своей семье, но и всей стране. Благодаря ему
Эти двое детей выжили. Дорогие зрители, что вы думаете об истории Макса? А что бы вы сделали, если бы были на месте Лео? Оставили бы они змею в доме, как советовал его отец? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. И если вам понравилось это видео, то поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. До свидания.